Эту замечательную превью, как уже по традиции для моего канала, сделал Максим. Ссылка на его группу обязательно будет в описании. Если что, заходите и подписывайтесь. Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя, и сегодняшний ролик будет посвящен распаковке. Немного читающие зрители понимают, что мы будем распаковывать Squire от компании X-Men, а именно X-Men Volt V2 Magnetic. Те, кто крутится в теме спидкубинга уже, скажем так, год, они знают, что эта модель достаточно старая, и она вышла в 2019 году. А первая версия этого же куба, Вольт 1, она вышла в 2017 году. Да, и в принципе, почему-то другие компании также не заинтересованы в том, чтобы выпускать новые модели сквайров, потому что, насколько я знаю, есть люди, которые занимаются конкретно этой дисциплиной, но тем не менее на рынке сейчас можно найти там 1-2 классных сквайра, и все. Если вы сейчас бы хотели выбрать себе какую-то модель сквайра новую, обновить, то зашли бы на какой-нибудь сайт, поставили фильтр «самые дорогие» или же «самые новые», то вам бы показали одни и те же модели, которые вышли там в 2020 и в 2019 году. То есть, не знаю, это как-то обидно, что ли, потому что постоянно выпускаются модели куба 3×3, там 2×2, даже 4×4, а Squire аж. Почему? Вопрос такой, да? Выбор из 2-3 еще ладно, нормально, типа, можно повыбирать. В моем же случае у меня вообще не было выбора, когда я была на соревнованиях в Барнауле в том году, я у кого-то взяла покрутить Squire, и, по-моему, это была первая версия, и она мне очень прям понравилась, я загорелась желанием приобрести себе именно эту модель. Но потом я узнала точнее, что вышла вторая версия, правда, она вышла достаточно давно, в 2019 году, но неважно. В общем, я подумала, что вторая версия наверняка будет круче, чем первая. Надеюсь, я не ошиблась, потому что бывают такие случаи, когда последующая версия, она немного хуже, чем предыдущая. Это я сейчас говорю не про кубы, а в целом, типа, такая картина может произойти. Вот. И поэтому я надеюсь, что разработчики, они все-таки там подлатали какие-то минусы, а не внедрили то, что не понравится большинству пользователей. В этом ролике я не только хотела бы распаковать, показать свои какие-то первые эмоции, впечатления, но также сравнить со своей предыдущей основой, а именно Little Magic немагнитная версия. У меня две одинаковых модели, две сквайра. Два одинаковых сквайра не магнитные, и это оба Little Magic. Все. Почему так? Вы могли знать по вот этому ролику. Я надеюсь, я в правильную сторону тыкаю. Наверное, собственно, и все, что я хотела сказать в этом предисловии. Теперь переходим к распаковке. Всем приятного просмотра. Наконец-таки распаковка. Как вы можете заметить, коробка еле помещается в кадр, и если я сделаю вот так, то можно будет заметить, что она размером с 2 мои ладони. Настолько вот она большая. Но при этом по весу я могу сказать, что она немного даже легче, чем предыдущая коробка от этого же интернет-магазина. Распаковка есть у меня на канале, если что, ссылочка вылезет сейчас у вас здесь на экранах. Как всегда, у меня в доме не оказалось нормального канцелярского ножа, поэтому будем подручными средствами как-то пытаться открыть эту коробку. Почти открыла. Торжественный момент. И на самом деле хочу заранее сказать, что я не знаю, какая версия у меня там придет. Я знаю, что это будут точно не со стикерами, а вот какая придет классика или же все-таки черная с белым, потому что вот видите, здесь у меня классика, это мои предыдущие сквайры, если что. Здесь желтый, здесь белый, а у данной модели может быть версия с белым и черным здесь. Поэтому я даже не знаю, какую мне положили. Смотрим. Так, коробочка. Эти зефирки положили, чтобы сквайр доехал в целости и сохранности. Так, реально, коробка не помещается. Надо сделать так. В общем, смотрите, что в коробке еще визиточка.
которая также упакована, и наклейки. Так, ну и, собственно говоря, все. Можем откладывать коробку. Так, нам положили здесь... черную и белую, как я и хотела прям. Но на самом деле лично для меня непонятно, почему компания X-Men в этот раз решила поставлять сквайры без выбора. То есть покупатель первоначально, он должен заведомо знать, какой цвет ему понравится больше. Классика или же черное с белым. В случае с Мегаминксом компания давала выбор покупателю и клала в комплект дополнительные черные детали. И пользователь сам для себя мог решить, нужно ли ему менять их или же не нужно. Но, с другой стороны, они так меньше вредят экологии, ведь, насколько мне известно, мои даже знакомые, некоторые просто не используют эти дополнительные детали и не меняют желтый цвет. Ну что ж, вернемся к нашему сквайру. Здесь я хочу заметить очень интересная коробка. Она выполнена достаточно необычно, то есть здесь... нужно выдавить сначала вот так, и у нас открывается вид на сквайр. Комплектация достаточно скудная, как я уже и сказала, здесь нет... Погодите. Что? У меня подписано черный и белый, здесь идет классика, и при этом нет в комплекте ничего. Ну, вообще, я хотела бы иметь черно-белую. Ну, ладно. Я хотела бы заострить свое внимание на том, что мы не обсуждали с продавцом, какую вариацию по цветам я хотела бы иметь, но меня смущает именно то, что на коробке написано черно-белый вариант, а мне пришел желто-белый вариант. Это, на мой взгляд, слегка безответственно. Что могу сказать по комплектации? Здесь идет у меня лично инструкция, которая выполнена на английском и на китайском, видимо, да. Она мне не понадобится. Также в комплекте у нас идут шайбочка и пружинка. Собственно, все. Освободим сквайр от пленки. На ощупь он достаточно такой... склизкий, потому что смазка, видимо, при транспортировке решила вытечь наружу. Итак, первое движение. Слушайте, я могу сказать, что мне нравится. Он не то чтобы плавный, но магниты для меня это что-то новое в сквайре именно. Реально круто. Блин, все. Я надеюсь, он станет моей основой. Что ж, теперь я хочу немного сравнить его с моей предыдущей основой. Было бы более объективно, если бы я замодила его, поскольку покупала я без магнитов, что вот эту головоломку, они абсолютно одинаковые. И, ну, крутятся они, мягко говоря, по сравнению с вот этим не очень. Я хочу показать вам магниты. Вот, видите? 3 штучки наверху и 3 штучки внизу. Также они есть по периметру всего куба. И, насколько мне известно, есть версии также с магнитами именно на слайсе и с магнитами везде. У меня версия с магнитами везде, поскольку я хочу, чтобы я могла контролировать куб полностью. В моей же предыдущей основе нету магнитов вообще, от слова совсем. А также я залила какую-то густую смазку, и теперь он крутится не очень. Туже, чем это было раньше. Блин, мне реально очень нравится то, как он, во-первых, легко проворачивается, а во-вторых, я чувствую, как докручивается грань за счет магнитов. И мне кажется, что я даже не буду использовать те детали, которые шли в запасе, то есть благодаря которым я могла поменять жесткость, но меня, в принципе, и так все устраивает. Единственное, что к чему я могла бы придраться, так это то, что он не совсем мягкий, но мне, первое, нужно привыкнуть, а второе, притереть этот куб с помощью сборок. И в последующем я, наверное, бы планировала выпустить видео с опытом использования этой головоломки. По цветовой гамме мой предыдущий сквайр выглядит примерно вот так. Во-первых, по размеру, что я хочу сказать, что он немного был больше,
А по цветовой гамме здесь зеленый более насыщенный, здесь он такой более нежный. И логотипы, хочу заметить, что здесь наклейка, а здесь именно напечатанный. Дальше оранжевые. Здесь такой более коралловый цвет, но на камере это совсем незаметно. Дальше синий, более насыщенный на X-Men. Красный, можно сказать, одинаковый. Ну, белый тут как бы нечего сравнивать. И желтый тоже. Как я ранее заметила, X-Men немного меньше, и это сыграет мне на руку. Вот смотрите, он даже визуально заметно отличается по размерам, что будет при сборках. По сравнению с Little Magic, X-Men немного громче. И если потянуть Squire вот так, то здесь пружинка как будто бы менее подвижная, а здесь она прям такая упругая. И это очень хорошо. Ну что ж, а на этом, я думаю, пора подвести итоги. В целом я осталась довольна от моей новой головоломки, поскольку она оправдала все мои ожидания, и единственное, мне теперь осталось пособирать ей там очень много раз и притереть. А потом также я выпущу опыт использования, как уже сказала. Наверное, один момент, который меня огорчил, так это то, что было заявлено, что мне придет черно-белая модель, притом стикерлess, все нормально, но пришла классическая, то есть желто-белая. Но ничего страшного, как бы это не повлияет на скорость сборки, поэтому ладно. Филика, ты хочешь посмотреть на Squire новый? Что значит тебе все равно? Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте включать уведомления, чтобы не пропускать мои ролики, а также подписывайтесь на все мои соцсети, ссылка будет в описании. Всем хорошего настроения, до скорой встречи в новом видео.